Масло примулы вечерний особенно полезно для женщин. Из-за дефицита незаменимых жирных кислот низкий уровень простагландина. И когда добавляют линолевую кислоту, то облегчаются симптомы ПМС во всех исследованиях. Вообще дозировка от 1,5 грамма до 6 грамм в день. Масталгия, также это дефицит жирных кислот, делает молочные железы чувствительными к половым гормонам. Масло примулы 1 грамм в день в течение 3 месяцев было так же эффективно, как и препарат Даназол. Но от масла примулы было меньше побочных эффектов, чем от препарата. И в течение 6 месяцев у 97% было улучшение симптомов. Также масло примулы признали очень эффективным методом лечения масталгии. В период менопаузы 90 капсул по 500 мг в течение 6 недель улучшали приливы и симптомы. Также при фиброаденоме после приема 4 грамм в течение 6 месяцев у пациентов улучшалось состояние, но размер опухоли не уменьшался. Также она помогает при гестационном диабете, управляет проэкламптией и созреванием и расширением шейки матки. Но могу сказать из личного опыта, что на меня начинает действовать уже на 3-й день. И, например, вот на iHerb такой очень большой ее выбор, так что можете выбрать. Витамин Е. Витамины Е и С являются эффективными при расстройствах репродуктивной системы и беременности. Улучшают эндометрий у женщин с необъяснимым бесплодием. При частых выкидышах у пациентов повышен окислительный стресс и у них дефицит Е-витамина. А окислительный стресс связан с эндометриозом, с нарушением репродуктивной функции, выкидышах, бесплодии, преэклампсии, преждевременных родах, внутриутробном развитии плода. И поэтому, конечно, также важны антиоксиданты. Это С, Е-витамины, бета-каротин, селен и цинк. Но опять здесь также в исследовании, то есть витамин Е должен поступать в виде всех токоферолов. Поэтому выбирайте, где именно они все. Витекс применяется при дисфорическом расстройстве, при повышенном пролактине, при ПМС, также при масталгии. Черный кох, или он же колпагон, применяется при менопаузе, уменьшает приливы, депрессию у молодых женщин, страдающих гормональным дефицитом, и при менструальных расстройствах у подростков. Соевые изофлавоны помогают при менопаузе, облегчают приливы, снижают потерю костной массы у женщин в постменопаузе. Альтернатива заместительной гормональной терапии. Оказывает защитное действие против постменопаузального рака молочной железы. Но надо быть осторожно, потому что обладает сильным эстрогеноподобным действием. А против рака молочной железы был активен генестин. Вот такой вариант есть на iHerb, по-моему, он единственный. Морские водоросли имеют антиэстрогенный эффект. 10 капсул по 500 мг 7 недель снижают уровень эстрогена в сыворотке. Ну, вообще, дозировки общие, которые советуют, это, скажем, средние от 5 грамм до 7 грамм в день. Йод. Ну вот тут как раз опасения по поводу йода, который в йодированной соли и также который применяют при операции. Например, морские водоросли, они снижают рак. Но вот это новое исследование 2017 года, что йод стимулирует рост рака молочной железы. Пациенты с раком молочной железы имеют повышенный риск развития рака щитовидной железы на 31-73% и наоборот на 21-89%.
Например, заболевание рака молочной железы и рака желудка выше у пациентов с гипертиреозом после терапии радиоактивным йодом. Поэтому йод не применяйте просто йод, который продается по отдельности. Если берите, то только хотя бы в виде морской капусты. И особенно если у вас, например, история рака или предрасположенность к нему, то, конечно, не надо. Вообще йод обладает эстрогенным эффектом. Ну вот в прошлом ролике я как раз говорила, там ролик был про онкологию, и я говорила, что вот это исследование индол-3-карбонол, лиган, глюкорат кальция, расторопша, лимонник китайский и крапива в течение 28 дней увеличивал вывод эстрогена, ну и тем самым снижал риск развития рака молочной железы и гормонозависимых опухолей. Ну вот, например, индол, вот это такой вариант на iHerb. Тут есть небольшой выбор. И также применяйте его вместе с глюкоратом кальция. Это не просто кальций, а он тоже выводит различные гормоны и также усиливает действие индола. А, например, расторопшу вы можете купить в аптеке, это шрот расторопши. Он тоже очень хорошо помогает, и он тоже выводит как раз из печени ненужные гормоны. Фолиевая кислота снижает риски спорадической анавуляции. Также повышает уровень прогестерона. Ну и вообще, например, когда повышен гомоцистин, тогда он ассоциируется с гормональными нарушениями. А чтобы его понизить, это нужен как раз фолиевая кислота, витамины В6, В12 и В2. Витамин D. Низкий уровень витамина D связан с более низким уровнем ГСПГ, также более высокими уровнями свободного тестостерона у мужчин и женщин, и более низким уровнем эстрадола и более высоким уровнем ДХЕА у женщин. Магний. Магний применяется при эклампсии, для отсрочки преждевременных родов, при менструальном синдроме, уменьшает мигрень, мышечные спазмы, ну и, конечно же, он при сердечно-сосудистых заболеваниях. Витамин С. Витамин С отвечает за выработку гормонов. Вообще яичники зависят от С-витамина. Также витамин предотвращает повреждение яичников от окислительного стресса и во время оплодотворения. Цинк и медь. Прием противозачаточных препаратов истощает запасы цинка и меди, но медь начинает ненормально накапливаться в мозгу. Ну а поскольку мы знаем, что когда медь повышена, то начинается болезнь Альцгеймера. Ну, например, вот здесь также дефицит цинка, также участвует в метаболизме андрогенных гормонов, эстрогена, прогестерона, ну и также в регуляции гормонов тимуса. Дефицит цинка связан с выкидышами, недоношенностью или длительной беременностью, нарушение синтеза ФСГ и ЛГ гормонов. Ну, например, также развитие яичка может быть спасено как раз добавками цинка. Мака. 2 грамма маки в день у женщин в раннем постменопаузе в течение 2 месяцев облегчал симптомы, также приливы, повысил плотность кости, ну и сбалансировал уровень гормонов, уменьшил зависимость от гормональной терапии. Омега-3 кислоты. Ферритильность снижается резко после 35, а после 45 плодовитость. Животных, которых кормили омега-3, в пожилом возрасте у них было большое потомство. У животных на диете омега-6 не было потомства. Ну, также и у людей, у них вообще такой сегодняшний рацион состоит из омега-6 и омега-3 25 к 1. Омега-3 кислоты могут замедлить старение яичников и улучшить качество ooцитов в пожилом возрасте. Ну и, конечно же, омега-3, они помогают и при стрессе, и приливах, уменьшают симптомы ПМС и боль. Ну вот здесь я оставлю ссылку на iHerb. Это тут вообще какие тоже варианты есть, которые помогают при гормональном нарушении.
Можете еще, конечно, попробовать дикий ямс. Он также облегчает симптомы менопаузы, ну и также как альтернатива гормонозаместительной терапии. И, в принципе, можете здесь почитать даже те же отзывы